давайте тогда определимся с понятиями потребительская корзина и продуктовая, потому что более общее понятие — это потребительская корзина. Понятно, что порядка 50% в ее составе занимают продукты. Это, кстати, характерно только для нашей страны, потому что в составе потребительской корзины развивающихся стран продукты составляют только порядка 20-25%. То есть россияне тратят значительно больше на продукты питания в расчете в потребительской корзине. Все остальное — это вторая группа товаров, это одежда, обувь, лекарственные препараты. И третья группа товаров — это обязательные платежи, в том числе коммунальные. То есть это то, что составляет у нас потребительскую корзину. Что касается ее состава и стоимости, то состав ее определяется раз в 5 лет. То есть в 2013 году был определен состав продуктовой корзины, и, соответственно, следующее изменение, оно обязательно в 2018 году. Хотя наши соседи, Казахстан, Белоруссия, понимая, что изменились современные реалии, в том числе экономические, в этом году должны поменять состав своей потребительской корзины, и это правильно. Если говорить о составе, то это, и мы все-таки больше акцентируем внимание на продуктах питания, то это основная группа — это картофель, овощи, фрукты, это молоко, мясо и рыба. Так вот, если говорить о составе, то, конечно, большую часть составляет картофель, который, так сказать, в продуктовой корзине занимает основную массу. Далее идут хлебобулочные изделия, потом овощи, совершенно незначительное количество — это фрукты. И если брать суточные нормы, я вот просто скажу вам, что хлеб — это 0,3 килограмма, это достаточно много, то есть это практически булка хлеба, да. Картофель тоже практически 300 грамм, свежие фрукты — 16 грамм, молоко и производные — это 0,8, но надо понимать, что это и молоко, и творог, и там сливочное масло, и жиры. Яйцо 0,5 штук в день, мясо 0,16 килограмма и рыба 0,05. То есть вот если все-таки брать соотношение корзины по белкам, углеводам, жирам, то, конечно, оно падает в сторону углеводов, и это, наверное, не есть правильное питание, о котором мы говорим. И поэтому все-таки, наверное, надо пересматривать продуктовую корзину в сторону ее сбалансированности, увеличения доли и мяса, и рыбы, и овощей, фруктов. Хотя, конечно, и эти были увеличены, эти показатели по этим группам в 2013 году, но тем не менее, на мой взгляд, недостаточно. И если сравнивать продуктовые корзины предшествующих десятилетий, то как раз по этим позициям нормы были значительно выше, нежели в 2013 году. Поэтому, безусловно, если говорить об официальной статистике, о которой я говорю, то рост произошел на 4,2%. То есть это ниже, чем даже официальный уровень инфляции. Но по разным группам населения рост продуктовой корзины произошел по-разному. Для работающего населения на 200 рублей увеличилась стоимость корзины, для детей на 150 рублей. И самое большее увеличение произошло для пенсионеров на 400 рублей. Поэтому я думаю, что, конечно, и инфляционные процессы, и рост стоимости доллара, падение цен на нефть, они, безусловно, повлияют на экономические процессы. Но, на мой взгляд, вот тот пик подорожания, который был в декабре 2014 года, да, когда там скачок основной произошел, наверное, это был максимальный. То есть я думаю, что вот сегодняшний рост цен на продукты, он будет в пределах уровня инфляции, поскольку уже в любом случае произошла и замена многих продуктов на отечественные, то есть мы все равно адаптировались к жизни в условиях санкций, да, которые привели к снижению экспорта определенных товаров. Поэтому здесь я думаю, что ждать какого-то существенного скачка не приходится.